Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Мы снова вместе в новом выпуске «Кровавых цветов». Дилан не мог уснуть. Баран говорит, что я знаю, почему ты не можешь уснуть. «Откуда ты знаешь?» — ответил Дилан. Баран говорит, что я знаю тебя наизусть. Я знаю значение каждого твоего движения. Я также знаю, как вы отреагируете. Вы не осознаете, вы выдаете себя. Теперь подумайте о том, что сказала сестра Кадер. Баран говорит, что если это неправда, ты любишь меня. Однако в очередной раз мечта сбылась. Баран говорит, что ты говоришь. Дилан говорит, что вы слушали со страхом. Он говорит, что мне нужно кое-что услышать. Дилан отвергает это как сон. С другой стороны, Кадер разговаривает с тетей Береван. Он говорит, что Дилан и Баран все те же. Однако я сказала Дилану, что люблю Барана. Там написано, что я посеял семена любви. Юношеская гордость мешает обоим. Но я не оставлю их, говорит он. Дилан почти убегает от Барана. Дилан идет в бассейн и думает о своей мечте. Дилан говорит, что я действительно выдаю себя. Тем временем Баран достигает Дилана. Дилан говорит ему, что холодно, не простужайся. Разложите кардиган. Баран думает, что у тебя что-то есть. Внутренний голос Дилана тоже не умолкает. Давай, Дилан. На следующий день в своей комнате он играет в угловую игру с Диланом Бараном. Баран понимает, что Дилан убегает от него. Дилан бьется головой о дверь. Баран говорит, я принесу лед. Он говорит, подожди меня. Неловкость заставила Барана улыбнуться. Улыбка Барана прекрасна, не так ли? Джихан также узнает, что сделал Йылдырай. Он сходит с ума от гнева. Как человек может быть таким плохим человеком? Баран прикладывает лед к колбу Дилана. Дилан говорит, из-за моей неуклюжести. И теперь моя такая же неуклюжесть продолжается. Барон улыбается. Потом Джихан говорит, что так оно и было. Он говорит, что мы много боролись, пока не научились кататься на велосипедах. Они продолжают морозить лбы. Али ждала свою тетю. Он придет, чтобы спросить об изумруде. Однако Али говорит, что не может оставить тетю одну. Он говорит, что мне нужно быть с ним, пока ему не станет лучше. Он говорит, что если это займет много времени, я поработаю на свадьбе и сэкономлю деньги. С другой стороны, он строит планы на свадьбу с Ферат Гуль. Тем временем входит Азади. Ферат просит у Гуль чаю. Они пропускают разговор. Дилан и Кадер разговаривают. Дилан, мой паспорт прибыл. Все прошло очень быстро. Судьба говорит, ты уверен, что хочешь пойти? Дилан проходит мимо, минуя Кадера. Азади напоминает ему, что Ферат – рыцарь, а Гуль – слуга. В нем говорится, знай свое место, или тебе придется страдать от последствий. Баран возвращается домой. Войдите в студию. Дилан входит позади нее. Кадер просит помощи у Дилана. Он говорит, что ты можешь стряхнуть пыль с книг в комнате Барана. Дилан говорит, что мне нравятся все способы обращения с книгами. Дилан приходит в учебный зал. Барон в комнате. Дилан говорит, если я работаю, я тебе не мешаю. Баран перестает работать и следует за Диланом. Баран приходит на помощь Дилану, который не может дотянуться до высоких книг. «Помогите, судьба», видит Гуль плачущий. Судьба спрашивает, что случилось. Разговаривая с Фератом, Азади Ханем увидела его. Она говорит, что это напомнило мне, что я слуга. Судьба отвечает, что это было плохо. Дилан и Баран вместе чистят книги. Он видит книгу. Это моя любимая книга. Баран спрашивает о книге.
Дилан рассказывает историю любви богатого мужчины и девушки из среднего класса. Говорите больше об авторе книги, чем о ее теме. Опишите свою борьбу за издание этой книги. Они находят заметки внутри книги. Прочтите эти заметки одну за другой. Он говорил только о себе. Дилан оставляет Барана наедине с этими записями. Али поедет в Германию. Егмор допрашивает Али, который уезжает в Германию. Али удивлен. На вопросы Рейна. Он нашел себя в записях, которые читал Дилан Баран. Тем временем Джихан достигает Дилана. Она просит его о помощи. У тети Айши лихорадка. Он говорит, что тоже не хочет идти к врачу. Он говорит, пока не говорить моему брату. Давайте сначала разберемся с Диланом Джиханом с тетей Айшей. Она говорит, что мы не скажем ее брату. Тем временем Баран выходит из комнаты. Он говорит, что ты мне не скажешь. Джихан говорит, что все дело в квалификации. Он также делает Дилан соучастником своей лжи. Они вместе покидают особняк. Ферат приходит в комнату Азади Ханем. Рядом с ним Роза. Азади напоминает Гулю о его службе. Он говорит идти с мечом. Тем временем Ферат останавливает Гуль. Он говорит Азади, что женится на Гуль. Это будет грязно. Азади скажет, что никогда этого не допустит. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. Пока-пока.